Привет всем любителям шитья! Сегодня шьем легкий домашний костюм из смесового шелка и хлопка, который будет состоять из укороченной рубашки на пуговках и расслабленных брюк на резинке. Для этого я заказала на AliExpress 2 метра ткани, а также купила резинку и пуговицы для обтягивания тканью. Я нарисовала эскиз будущего изделия, продумала детали, потом сделала сама выкройку рубашки. Она состоит из деталей полочки, спинки, деталей верхней части рукава, манжета и застежки планки. Рукав в рубашке не отрезной, а в форме летучая мышь. Для построения брюк я использовала выкройку шортов без бокового шва. С самого начала вырезаю из ткани деталь пояса для брюк, чтобы случайно не забыть про него, а то может оказаться, что в конце не хватит ткани. Раскладываю на ткани выкройку половинки шортов и продлеваю вниз на необходимую длину брючин. Так как ширина ткани у меня достаточно узкая, всего 135 см, то разложить две детали брюк в одну ширину, скорее всего, не получится. Я думала, что смогу разложить детали валетом, но ширины также не хватило. Пришлось разместить вторую деталь справа от первой, но сместить ее ниже. Брюки в области обхвата бедер у меня 100 см. Также раскладываю на оставшиеся ткани две детали полочки, одну деталь спинки со сгибом, обтачки, манжеты и детали верхней части рукавов с припусками 1,5 см, так как обрабатывать внутренние срезы я буду французским швом. Вырезаю детали, совмещаю их между собой. Стачиваю на машинке. На экране можно видеть рубашку в развернутом виде с изнанки, перед тем, как стачать боковой шов. Далее обрабатываю детали планки. Их у меня 4 штуки. Ткань оставалась совсем впритык, поэтому две изнаночные детали планки краила не по долевой, а из оставшихся кусочков, как ложилась выкройка. Детали планки переда и спинки изогнутые, повторяют V-образный вырез рубашки. Необходимо продублировать центр планки флизелином для жесткости, так как на планке будут прорезные отверстия для пуговиц. Пришиваю планку к горловине рубашки. Сделала манжеты и пришиваю их к рукавам, таким же способом, каким обычно пришивают пояс к брюкам. Сначала манжет стачивается лицом к лицу с рукавом, с изнанки внутренняя часть края манжета подворачивается на 0,5 см, так, чтобы необработанный край рукава скрылся внутри манжета. Закалывается булавками и по лицевой стороне прокладывается строчка, прямо под линией соединения манжета с рукавом. Рукава получились у меня длиной 3/4. Далее делаю разметку на планке под отверстия для пуговиц. Их у меня 4. Пуговицы диаметром 9 мм, а прорези сделала 12 мм. Обработала разметку мелким зигзагом. Конечно, на черной ткани немного сложнее все делать ровно, так как глаза очень устают. Я впервые делала такую застежку, но в итоге у меня все получилось. Осталось только прорезать отверстие очень острым лезвием или канцелярским ножом. Низ рубашки я обработала косой бейкой. Делаю пуговки. Для самодельных пуговиц я купила специальный набор, металлические шляпки и пластиковое основание. Чтобы обтянуть пуговицу своей тканью, я вырезала из ткани кружки диаметром 23 мм. Край кругляшка нанизала на нить, вложила шляпку в кругляшок и затянула нитку. Ткань должна плотно обтянуть шляпку. После этого вставила основание в шляпку и механически с помощью металлической пилки для ногтей загнула края шляпки под пластиковую ножку. Если у вас есть специальный обжимной механизм, с ним, конечно, будет легче обтягивать пуговицы.
Брюки состоят из двух деталей. Правая и левая брючины не имеют боковых швов. Совмещаю каждую деталь по внутреннему шву и стачиваю на машине. После этого две детали совмещаются по шаговому шву и по сидению. Во время шитья попадаются некоторые утолщения, перепады толщины ткани, особенно в местах соединений деталей, на подгибах. Моя машина не может самостоятельно нормально пройти такие толстые участки, не продвигает ткань, шьет на месте или пропускает стежки. Прошить утолщение мне помогает кусочек картона, который я подкладываю под лапку, перед тем, как прострочить утолщенный участок. Также на своих брюках я решила попробовать сделать ложный гульфик. Он уже был заложен в выкройку. Все внутренние срезы, напомню, я обрабатываю французским швом. Для пошива этого комплекта мне не нужен оверлок. После того, как собрала брюки, я пришила пояс и через небольшое отверстие в поясе с помощью булавки вставляю резинку подходящей длины на обхват талии 64 см. Высота пояса у меня 3 см. Длина пояса равна обхвату брюк по бедрам, то есть около 100 см. После того, как резинку вставила в пояс, я сделала закрепительную строчку вдоль всего пояса по центру, чтобы пояс никуда не сдвигался. Также делаю строчку, очерчивающую ложный гульфик, и пришиваю 3 пуговки. Из-за темной ткани эти милые детали почти незаметны, но если шить из более светлой, то смотреться будет круто. И вот итог моей работы. Оконченный вариант комплекта из рубашки и брючек. Очень удобный домашний шелковый костюм. Если вам понравилось видео, поддержите меня лайком и комментариями. С вами была Рита. Спасибо за просмотр. Надеюсь, еще увидимся.